Для начала хотел бы поблагодарить всех моих зрителей, которые активно участвуют в жизни моего канала, ставят оценки и пишут комментарии. Благодаря вашим отзывам и вопросам я нахожу вдохновение для дальнейшего создания контента, а также понимаю, что именно нужно аудитории. Я благодарен каждому участнику этого сообщества за вашу огромную активность. История локации Каньон берет свое начало в обновлении 0.52, которое вышло в далеком 2018 году. Декабрьское обновление порадовало нас жаркой картой, которая очень быстро завоевала первенство среди остальных, привнеся новые механики и места интереса. В последующую неделю разработчики сразу же перешли к доделыванию механики и исправлению багов. С течением времени каждый новый патч привносил в игру все больше и больше возможностей. Появлялись квесты, новые точки для заработка, изменялось время фракционной борьбы, появились события. Даже с приходом локации «Испытательный полигон» интерес к каньону остался неизменным. Возросшее количество игроков, участвующих в динамических сражениях, вынудило переделать часть локации в патче 0.56.7, что еще сильнее ужесточило борьбу игроков за место под солнцем. И вот спустя десятки обновлений, сейчас на серверах полным ходом обкатывается обновление 0.57.8. Хочу напомнить, что у микрофона Марк, он же Ананасик, вы на канале Карташов Гейминг. Запасайтесь провизией, устраивайтесь поудобней, и сегодня мы в деталях обсудим и изучим, что скрывает и какие возможности дает жаркий песок самой посещаемой локации в игре Will to Live Online. Прежде чем перейти к обзору и изучению локации, важно коротко поговорить об обязательном условии, без которого вы банально не сможете попасть в нужное нам место. Таковым является наличие 20 уровня у вашего персонажа. Не достигнув данной отметки, игра не позволит вам перейти в желанную локацию, показав предупреждение. Вторая, не менее важная деталь, это знание расположения точек входа в локацию. Давайте подробно рассмотрим этот вопрос. Всего в игре существует 5 способов, как нам добраться до заветной локации, но обсудим мы только 4 из них. Первым и самым простым является переход в локацию Каньон через тоннели. Взглянув на карту и определив свое местоположение при переходе со стороны локации болота, можно быстро добраться до вентиляционных шахт, которые выведут вас к заветной цели. Таковых в тоннелях 4 штуки. Изучив их на практике, вы узнаете, куда каждая ведет и каким вам нужно пользоваться в конкретных ситуациях. Далее, не покидая локацию тоннеля, вернувшись к входу с болот, можно обнаружить проводника, который за народные шекели оказывает услуги помощи в переходе. Так что для данного метода нам нужно иметь на кармане немного денег. Третьим способом, который требует от вас наличия заряженного NDP аккумулятора, является переход на локацию через NDP телепорт. На экране управления вам необходимо выбрать точку 2401. После активации устройства оно перебросит вас в нужное место. И наконец последним и самым долгим является переход через локацию болота. Чтобы попасть в каньон, на болотах есть 2 перехода, которые находятся на противоположной стороне от входа со стороны Солнечного, отчего путешествие к ним занимает много времени. Первая точка находится прямо в противоположном углу карты, в квадрате G1.8. Второй же переход находится левее, почти посередине северной границы, в квадрате E1.2, на крутом горном перевале.
Итак, знакомство с каньоном я предлагаю начать с изучения карты локаций, дабы сразу определиться с нашими последующими действиями и маршрутами движения. Взглянув на карту, нужно сразу обозначить точки переходов, о которых я говорил ранее. Начнем по тому же порядку. Вентиляционные шахты из тоннелей выведут нас к координатам в квадратах Е37, Е66, Е79 и С65. Точки Е37 и С65 выводят нас в шахты, изучение которых займет некоторое время, чтобы понять, как из них выбраться. Проводник из туннеля выведет нас в квадрат D11. Переход через NTP-телепорт переместит нас в квадрат G46. Это единственный военный телепорт в данной локации. И наконец переходы с болот ведут нас в квадрат А11 и Б13 соответственно. Как следствие, возможностей и точек входа в локацию предостаточно, что дает свободу действий и удобство в перемещении. Выбирая удобный способ, вы сокращаете время и расстояние, если точно знаете, куда вам нужно попасть. Осмотрев карту в поисках мест интереса, вы увидите фракционные блокпосты. Как я сказал ранее, локация каньон принесла в игру механику фракционного захвата и удержания точек. Каньон изначально и функционально сделан для фракционных войн. Да, он может быть полезен нейтральному игроку, но говоря на чистоту, фракционные игроки не любят нейтралов в данном месте. Разговор будет недолгий и скорее всего вас быстро убьют. Фракционные игроки тратят свое время и ресурсы на захват и удержание блокпостов, и после удачного захвата или защиты спешат пополнить свои запасы ресурсов или валюты. Никто не будет делить с вами точки заработка. Из-за этого советую вам выбрать сторону конфликта, изучать локацию или добывать в ней ресурсы в момент превосходства вашей фракции. Вернемся к изучению карты. Помимо фракционных блокпостов, на карте можно найти такие места интереса, как ферма, автосвалка, заправочные станции, заброшенные большие деревни, лагерь отшельников, поселок шахтеров, водопад, заброшенные дома, а также много необозначенных на карте мест. Каждая из этих точек скрывает в себе ценную добычу, но и таит опасность. Сегодня мы пройдемся по каждой точке отдельно, посмотрим на спрятанные тайники и рассмотрим способы заработка и добычи ресурсов в локации. Закончив с изучением карты, перейдем к практическому знакомству с локацией и начнем мы с фракционных блокпостов. Попав на локацию любым удобным способом и открыв карту местности в квадратах Е22 и С55, вы увидите деревни, на которых будут обозначены метки с иконками фракций. В зависимости от времени, блокпост может иметь серую иконку, которая означает, что он захвачен, или иметь зеленую рамку, что означает, что блокпост может атаковать вражеская фракция, а защитники должны быть начеку в этот момент. Также рамка может смениться на красную, что означает, что вражеская команда производит захват блокпоста именно в этот момент. Каждый блокпост оборудован силовым щитом и является своеобразным центром жизни в безлюдной пустыне. В данных деревнях есть весь набор оборудования для существования. В отдельных домах вы найдете и горн, и пресс, и химическую станцию, и станок для патронов. В центрах деревень находится магазин и склад. Стоит упомянуть, что торговцы на блокпостах взимают минимальную комиссию за продажу ваших предметов. Если провести сравнение с другими барыгами, то потратив время на доставку, можно получить выгодную цену. Рафик в Солнечном забирает 30%, торговец Гоша в деревне 40%. В тоннелях вы даете 40% Карине, а торговцы на каньоне заберут у вас всего 11%. Также торговец на блокпосту является сразу и техником, ремонтируя ваше снаряжение. Но упомянув о ценах, стоит также отметить, что ценник у торговцев зависит от вашей репутации. Чем ниже вы ее опустили, тем выше будет комиссия с продажи. К тому же, при падении репутации ниже 50%, защитники базы перестанут вас пускать под силовой щит, ведя по вам кинжальный огонь на поражение. Попасть на территорию блокпоста может только игрок фракции, которой он в данный момент принадлежит. Итак, поговорив о островках безопасности в каньоне, перейдем к тем, кто представляет опасность для вас, а именно представители местной фауны, на которых можно зарабатывать очки опыта и кровные шекели. Местная фауна представлена многими видами уже известных вам ранее видов животных, которых вы встречали на предыдущих локациях. В разных уголках карты вы сможете встретить и крыс, и жуков, и больших песчаных пауков, и пещерных пауков, и кровососов, и трупоедов, и шершней. Но поговорим мы сегодня о тех порождениях пустошей, которых раньше вам не встречалось, и являются уникальными для большинства остальных локаций в этой игре.
И первым в списке будет паук-переросток с названием фаланга. В реальности это сальпуга, которая под влиянием NDP излучения выросла до размеров быка и норовит вас сожрать на обед. Матерая фаланга в своем базовом состоянии имеет 10 уровень и 19200 очков здоровья. Быстрые ноги дают ей возможность догонять и атаковать спину медленного противника. Помимо обычного урона от укуса, она открывает кровотечение и сильное отравление, а также может вас обездвижить. Поэтому для заработка денег и опыта на данном животном необходимо носить не только аптечки, но и биты с антидотами. Лучшей практикой будет просьба инженера об установке нескольких мобильных точек лечения в месте, где вы будете сидеть. Так игрок низкого уровня сможет не так быстро умирать, а более высокого не носить с собой много аптечек. Фаланги довольно прибыльные животные, и час фарма на месте их спавна может легко давать вам от 50 до 150 тысяч жетонов, в зависимости от вашего класса и удачи. В локации находится 10 точек, где вы сможете найти этих пауков. Обычно на точке их 2, но есть два места, где спаун фаланг увеличен. Первое такое место находится над северным блокпостом в квадрате F1.8. Тут появляются сразу 4 фаланги, а близость блокпоста дает возможность быстро сбывать полученные части и пополнять ресурсы. Вторая такая точка находится посередине локации в квадрате C4.2. Тут появляется сразу 6 фаланг, поэтому новичку там будет довольно проблематично пытаться заработать деньги и очки опыта. Остальные отмеченные точки на карте спавнят по 2 фаланги, что является удобным, так как вы успеваете и восстановить здоровье, и собрать добычу. Вторым обитателем здешних песков является матадор. Огромная креветка-переросток, которая вероятнее всего вылезла из здешних озер после дождя с радиацией. Имеет монструозный размер и очень быстро бегает, буквально дыша своей жертве в спину. Появляется обычно матадор первым уровнем с 25 тысячами единиц здоровья. Но не стоит смотреть на это скептически. В отличие от фаланг, удар матадора вышибает у игрока 20 уровня 40% здоровья. Поэтому соваться к нему без хорошей брони точно не стоит. Помимо обычного одиночного удара, матадор может нанести критический удар сразу 2 клешнями, что помимо двойного урона еще отбрасывает игрока на приличное расстояние, что стоит учитывать, если вы пытаетесь стоять на высоте. Так же, как и у фаланг, которая не может достать вас и начинает заплеваться ядом, матадор имеет свой коронный удар, точнее крик, который подбрасывает игрока, убивает его оружие из рук, а также останавливает игрока на пару секунд на месте. Новичкам из-за этих действий будет очень сложно справиться с ним, поэтому лучшей тактикой при фарме является прокачивание интеллекта персонажу до уровня, позволяющего использовать лечебные гранаты. Только они позволят вам быстро восполнить очки здоровья в критической ситуации. К тому же, как и фаланги, матадор имеет прокачанную версию 3 уровня, которая еще сильнее и на порядок живучая, так как имеет уже 53 тысячи поинтов здоровья. Так как матадоры намного сильнее фаланг, то очки опыта вы с них получите в разы больше, чего, к сожалению, не скажешь о добыче. Добытые части матадора хоть и стоят выше, чем части фаланг, но выпадают они в разы реже, из-за чего, качаясь на данных животных, вы уходите в ноль, почти не получая прибыли, но и скорость набора очков опыта в разы выше. В случае как и с фалангами, на карте есть 2 места, где они спавнятся по-особому. Если с фалангами дело было в количестве, то в случае с матадорами стоит говорить о времени. Места, где матадоры появляются так же регулярно, как и фаланги, всего 2. Это точки возле северного блокпоста в квадратах F2.4 и F3.9. На точках их всего 2, поэтому будете успевать и лечиться, и забирать добычу. Также стоит посетить точку B3.4. В ней скорость появления креветок в 2 раза меньше, чем в предыдущих, что удобно для игроков маленького уровня. В оставшихся 2 точках матадоры спавнятся очень медленно, поэтому не стоит тратить свое время на ожидание их спавна. Также стоит сказать, что за южным блокпостом бегает матадор уже 7 или 12 уровня, которого необходимо убивать командой, но он появляется безумно долго, из-за этого смысла и его ожиданий нет. Более быстрым будет убить множество фаланг, получив еще и прибыль. Поговорив о добываемых частях монстров, стоит поговорить о добываемых ресурсах из шахт, ведь на блокпосте можно не только продать вещи, но и скрафтить. Участвуя в постоянных фракционных войнах, у игроков все время будут ломаться пластины, снаряжение и заканчиваться патроны. Как следствие, в каньоне есть 6 шахт, в недрах которых можно добыть все необходимые ресурсы для крафта тех или иных вещей. Как известно, угор не горит без угля, так что первой шахтой, которую мы рассмотрим, будет угольная. Когда мы рассматривали точки входа в локацию, мы говорили о выходе из туннелей в квадрате E37, который ведет в шахту. Как раз эта шахта является полностью угольной. В
В ней не появляются другие ресурсы. Делая круг по ней, места для добычи успевают восстановиться, что несомненно удобно. Большое количество угольных камней позволяет за пару проходов обеспечить себя углем на несколько дней плавки вперед. Главное не заниматься добычей в момент обороны северного блокпоста. Вторая шахта находится совсем рядом в квадрате F4.2 и F4.6. Она проходная и имеет вход с двух сторон, давая возможность быстро добраться до NDP-телепорта игрокам северного блокпоста. К тому же она не безлюдна. Ее обжили кровососы, которые будут иногда мешать добывать ресурсы. Шахта универсальна, и в ней есть все ресурсы, представленные ранее в других. Третья шахта спряталась около водопадов. Возле места обитания матадоров вход в нее расположен в квадрате G2.8 и ведет вас вглубь скалы, где открывается замечательный вид. В шахте представлены только медь, хром и никель, а также имеется пара тайников с ртутью и нитроглицерином. Четвертая шахта расположена в центре локации, под огромным каменным обелиском, является полностью бесполезным местом из-за неправильно работающей механики отравления от фаланг. К сожалению, фаланги начинают атаковать вас через стену, а так как укусить вас не могут, заплевывают вас ядом до смерти. Если все же вам повезло, то в шахте можно добывать никель, хром и немного золота. Пятая шахта находится за южным блокпостом в поселке Шахтеров в квадрате А74. Она является второй универсальной шахтой, в которой можно добыть все возможные полезные ископаемые. Близость южного блокпоста позволяет быстро перерабатывать добытые ресурсы, а их разнообразие дает широкий выбор для производства. И наконец последняя в нашем списке, шестая шахта, находится в квадрате C6.5, внутри скалы, спрятанная за грудой скальной породы. Шахта требует умений в спуске, так как безопасного маршрута вниз нет, нам необходимо спрыгивать с большой высоты, целясь в аномалию телепорт. Но это не единственная проблема, с которой вы столкнетесь. Внутри обитают два матадора, которые хоть и появляются редко, зато у вас за спиной. Охраняют же они золото и свинец, так как ничего другого в этой шахте нет. Если у вас есть желание выплавлять золотые слитки, то это место для вас. Для выхода обратно необходимо запрыгнуть в аномалию телепорт, которая находится слева на верхнем ярусе. В момент покоя фракционных блокпостов с интервалом в 1 час в квадрате F4.7 в месте обитания матадоров происходит событие, которое дает потенциальную прибыль в 50 и более тысяч монет. Как раз в этот момент в квадрате появляется матадор 14 или 22 уровня. Монструозная машина смерти, которую нужно убивать толпой, так как его базовое количество очков здоровья равно 207 и 319 тысячам соответственно. Но и в награду за выполнение вы получите ценные призы в виде лечебных стимуляторов, титановой руды, также флешки с данными про создание титановых пластин и чертежей улучшения оружия. Опыт за убийство зависит от количества нанесенного урона, чего не скажешь, конечно, о награде. Она выдается абсолютно случайно, поэтому вы можете получить от 10 до 30 стимуляторов за раз и от 20 до 60 единиц титановой руды. Локация Каньон населена не только животными, но также в некоторых заброшенных поселениях и бывшей инфраструктуре поселились бандиты и головорезы. В деревне в квадрате B2.5, на ферме в квадрате B4.1, на АЗС в квадрате D3.1, а также в заброшенном доме в квадрате D5.2 устроили свои форпосты бандитские группировки. В основном бандиты представлены в диапазоне от 25 до 35 уровней и вооружены пистолетами, дробовиками и автоматами мародер. Но встречаются и головорезы с заставами, валами и пионерами, которые могут надавать вам лещей с дистанции. За убийство бандитов дают достаточно очков опыта, чтобы потратить на них 5 минут своего времени. Часто в награду с них помимо ключей, колец и другого хлама выпадает их оружие в поломанном состоянии, которое невозможно починить, но можно продать. Также может выпасть пистолет Макарова, который можно починить, что удобно, если вы прокачиваете ремонт. Второе место для посещения является огромная заброшенная деревня в квадрате E4.8, которая интересна множеством ящиков с разной добычей. Здесь можно найти ртуть, нитроглицерин, аккумуляторы, кучу аптечек, кучу еды, также есть вероятность появления маленьких кристаллов в ящике и множество другого бесполезного мусора. Поговорим о лучших спрятанных тайниках, которые стоят вашего внимания. Первое место — это двухэтажка на северном блокпосте, которая требует отмычек для доступа к ней.
Открыв первую дверь и пройдя по коридору, вы можете забрать суть в вещмешке, но основной тайник находится за второй дверью, ведущей на второй этаж. В ящике на втором этаже вы найдете 2 стимулятора крепыш и железную плиту. Второе место, не уходя с северного блокпоста, является крайним домом на ферму. Открыв отмычками дверь, вы найдете на втором этаже золотую цепочку и ключ номер 18, который нам будет необходим в дальнейшем. Третий тайник спрятан в аномалии под деревом в квадрате Е2.1, в котором постоянно появляется оружейная сталь. Далее в квадрате С2.1 лежит разбитый самолет. В его кабине лежит вещмешок с нитроглицерином и крафтовыми патронами для дробовика и пистолет-пулемета. Пятое место в квадрате С3.8 на ферме как раз требует от вас наличия 18-го ключа. Открыв первую дверь отмычками, следующая открывается уже с помощью ключа. Под лестницей вы можете забрать 100 древесного угля, 2 стимулятора крепыш и низкоуровневую защиту для ног. Далее, переместившись на южный блокпост, нам нужен большой двухэтажный дом, расположенный в направлении поселка Шахтеров. Он заперт на отмычке, но обойдя его и запрыгнув на окно, можно попытать удачу в чемодане, который лежит на диване, так как в нем время от времени появляется 50 отмычек. Если удача нам благоволит и отмычки взяты, возвращаемся и открываем двери, и на втором этаже в спортивной сумке есть небольшой шанс появления бутылки дорогого вина. Седьмым значимым тайником является вещмешок в квадрате D7.4, в котором можно поднять слитки железа и нитроглицерин. И наконец, восьмым и самым интересным является тайник, спрятанный под водопадом в квадрате G3.9. Но не спешите бежать, сломя голову, думая, что награда лежит просто на берегу. Путь к водопаду лежит через место обитания матадоров, а склоны гор сильно радиоактивны, что даже противогаз и антирад не справляются с излучением. Еще одним испытанием для вас станет отсутствующая механика всплытия персонажа из воды, поэтому для преодоления водной стихии нам нужно держаться возле стенки, что время от времени даст нам возможность глотать воздуха, потираясь об коллизию камней. Выполнив все эти действия, под водопадом вы обнаружите скрытую пещеру, населенную радиоактивными жуками, которые съели уже ни одного желающего наживы игрока. В вещмешке вы можете обнаружить большой кристалл, никель и ртуть. Также посреди озера на камне также лежит мешок, в котором находится никель с тупью. Это были все значимые тайники на локации каньон, но не единственные, поэтому приложу карту в описании со всеми известными спрятанными сокровищами. Появившаяся в игре локация каньон дала игрокам стимул к развитию, дала толчок к развитию кланов, повышению мастерства, повышению командной составляющей. Каньон заставляет игроков драться, тратить ресурсы. Он показывает сильных и слабых, умных и глупых. Время показывает, что карта не стоит на месте. Разработчики хоть и слабо, но пытаются сделать баланс для сил в данном регионе. Проводят оптимизации, вводят новые механики. Будем надеяться, что на этом все не закончится. Ну а с вами был Марк, спасибо за просмотр и до скорых встреч. Такие дела, малята.